Всем привет, дорогие друзья! Ну что, наконец-то настал тот день, когда я начну заливать стены своего дома из полистиролбетона. Для заливки все есть: бетономешалка, цемент 500, дробленый пенопласт, песочек морской просеянный. С песком буду смотреть, сколько буду его ложить на замес, потому что все-таки думаю, большое количество песка это будет сильно утяжелять вес дома. Может быть, на уменьшение буду песок. На первый замес попробую ведро песка положить. Так, фибра, СДО сейчас принесу и водичка. В общем, все готово. За сегодня постараюсь залить. Вот тут вот у меня получается где-то 12 метров опалубки, ну, минус проем для входной двери. Пропорции будут такие: по таблице Рязанца буду отталкиваться, значит 330 килограмм 500 цемента на марку D400, но мешки у меня по 25 килограмм, поэтому 330 на 25 не делится, значит будет 325, это ровно 13 замесов. Пенопласта, опять-таки по его таблице, нужно дробленого пенопласта где-то от 1,2 до 1,4 куба пенопласта на куб полистиролбетона. Значит, если взять среднее число 1,3, то как раз получается ровно 100 литров на один замес мешка 25 килограмм. Песка, как я уже говорил, в этом замесе попробую одно ведро добавить, может быть в будущем буду на уменьшение. Соответственно, фибры нужно 900 грамм на куб примерно, значит где-то там 70-80 грамм на один замес. Сначала взвешу на весы кухонные, потом примерно посмотрю, сколько это идет в руке, потому что каждый раз взвешивать задолбаюсь. Буду вот так вот, щепотку взял, бросил. Вот, воду тоже примерно, водоцементное соотношение у меня будет процентов 50 воды к цементу, потому что песок, сейчас вон дождик ночью прошел, песок влажный, вот, поэтому песок будет добавлять влаги в замес, так что буду смотреть, как говорится, на глаз. Ну и СДО, пойду заберу СДО. От солнышка спрятал его, чтобы солнечные лучи не светили. 10 литров. Значит, литр нужен на куб. Примерно 70, там плюс-минус миллилитров. Буду добавлять на один замес. Сделал себе также вот такую толкучку, для того, чтобы трамбовать полистиролбетон. Итак, друзья, хочу показать процесс заливки стен. Вот уже сколько залил. До угла почти что это половина будет. Значит, израсходовал примерно 2/3 мешка пенопласта. Мешок 0,8 куба, значит это полкуба пошло. Ветер, конечно, ужасный. Весь пенопласт по всему участку катается. Ветер это, конечно, враг пенопласта. Сейчас хочу рассказать, как я научился максимально быстро, максимально просто делать замес. Так как я делал изначально это немножко неправильно и не сильно хорошо получалось перемешивать, значит сейчас покажу, как я делаю замес. Замесы получаются отличные. Вот такой вот полистиролбетон получается, весь хороший. Фибру не знаю, видно, не видно. Фибра хорошо перемешивается. В общем, показываю, как я делаю замес. В пустую бетономешалку засыпаю песок, 12 литров. Высыпаю мешок цемента. И сразу же сюда высыпаю 100 литров пенопласта дробленого. С добавлением пенопласта, конечно, что буду думать, потому что ветром все раздувает. Полная бетономешалка получается, если добавлять ровно 100 литров пенопласта. Накрываю крышкой. И ставлю перемешиваться.
Вот примерно в такое положение. Теперь занимаюсь остальными тремя компонентами. 15 литров воды, 70 миллилитров СДО, и щепотку фибры прямо сюда. И сейчас несем это все в бетономешалку. И выливаем все содержимое в бетономешалку. Оставляю перемешиваться минуты на 4-5. Пока перемешивается, приношу новое ведро песка и цемент. Теперь открываем крышку и смотрим, что у нас получилось. Получился у нас вот такой вот красивенький, полностью перемешанный растворчик, без комков. Видно пузырьки воздуха, СДО работает, фибра, мелкие волоски попадаются, значит она размешивается. В общем, это самый простой и самый легкий способ замеса полистиролбетона. Так, ну что, друзья, конец первого дня заливки. Все залил, что планировал. Пошло у меня на это 7-7,5 часов. Может быть, без опыта, может так оно и будет. В общем, в любом случае, больше опалубки мне не нужно будет, потому что я и эту с трудом буду осиливать, учитывая, что в следующий раз тут специально так сделал, потому что тут подъемчик у меня, поэтому в уровень. Вот. В следующий раз, когда разберу опалубку отсюда и сложу в новом месте, буду уже видеть реально, сколько уходит времени. Я думаю, целый день точно уйдет, даже без дополнительных вот этих вот секций. Вот, просто на вот эти вот 4 листа этого мне будет с головой хватать. Ну, застынет, разберу, посмотрим, что там назаливал я. Так, ну что, товарищи, то был четверг, сегодня суббота. Получается, 1,5-2 дня постояла, застыла просто в камень. Можно разбирать, смотреть, как стеночки получились. Так, ну что, вот такой результат имеем. Сейчас будем выколупывать трубки. В целом, даже несмотря на то, что я трамбовал, может быть, слабовато трамбовал, нужно чаще трамбовать, наверное. Я там в основном первый ряд трамбовал и потом сверху. Вот там, где трамбовка, там гладенько получается, почти что без кратеров. А вот где не сильно трамбовал, то вот такая вот история. Вот это вот не очень хорошо, надо лучше трамбовать, наверное. Хотя, в принципе,
Тут будет проще штукатурить, чем вот здесь. Но, тем не менее, хочется, чтобы стеночки выглядели ровнее и красивее. Поэтому трамбовать нужно чаще. Главное, что крепко. Стеночки получились. Это только второй день. 1,5 дня, грубо говоря, застыло. Потом еще прочность наберет. Но в целом вроде неплохо. Так, ну вот, друзья, результат моей первой заливки. Снял всю опалубку, переставил сразу на новое место, где она сейчас будет стоять. И показываю все стеночки. Все покажу, как есть. Ничего не утаивая, расскажу все свои ошибки. В общем, первый результат у меня такой. Значит, здесь нужно будет полностью до верха делать, потому что неудобно доставать брусочки для того, чтобы паз-гребень получался. Трубки, в принципе, вытаскиваются относительно легко. Я потом покажу приспособу, которой эти трубки можно легко доставать со стен. Придумал. Ну и самое главное, наверное, что вас интересует, это геометрия. Смотрите сами. То есть от самодельной опалубки добиться такой ровности стенок я даже не ожидал, если честно. То есть на металлокаркасе получается, действительно, не знаю, фотоаппарат передает, не передает, должен передать. На металлокаркасе действительно получаются ровные стеночки. То есть на длину вот так вот 10 метров, если посмотреть, то я, в принципе, я очень доволен. Значит, я этой опалубкой доволен. Все нормально. Что еще из ошибок? Где подпирал опалубку для того, чтобы она была по уровню, подставлял досточки. В общем, можно что-то другое делать, какой-то камешек лучше, потому что досточка вот в таком месте, на самом углу, это не сильно хорошо. Хотя в целом, конечно, стены надежные. Вот, скорее всего, таким составом, может, чуть-чуть меньше буду, чем выше дом буду строить, тем меньше буду добавлять песка. Но сейчас именно так. То есть пол ведра 20-литрового песка я добавлял на 25 килограмм цемента. Может быть, в будущем чуть-чуть буду меньше добавлять, но пока что первые ряды именно так. Потому что такая прочность меня устраивает абсолютно. По поводу опалубки. По поводу опалубки, друзья, лучше все-таки пленку не использовать. Потому что вот так вот случается. Иногда где-то что-то она за цемент схватится и обрывается. Вот так вот. То есть проще опалубку, если вы такую из ОСБ будете делать, то взять краску, покрасить хорошо, и тогда цемент не будет напитывать влагу в ОСБ, и отставать будет все нормально. Потому что с пленкой, я чувствую, еще разочек-два залью, и потом она вся просто облезет. Поэтому лучше такую опалубку покрасить. Еще раз покажу, насколько крепкий материал получился. Вот смотрите, да, кусочек. Вот такой вот малюсенький кусочек, а держится просто нерушимо. Смотрите. Что говорить о толщине стены в 30 сантиметров. Да, на пятиэтажку выдержит такой состав. Вот. Я кусочек не могу. О, отломал. Вот. То есть состав очень крепкий. Шарики, видите, ломаются. То есть адгезия за счет СДО хорошая. Вот это СДО, которое я последний раз купил в Черкасах, заказал. Это вот хорошее СДО. Оно нормального коричневого цвета, не такое, как раньше я заказывал. Густое, пахнет что-то среднее между сосной и чем-то таким химическим. В общем, приятный запах. Все трубочки, не нужно даже никакого приспособления. Даже вот в этом месте, где кусочек стены, грубо говоря, 1,5 метра, просто ни за что не закрепленный, просто вставляю
Вот так вот трубку по трубке брусочком бью, и вообще никаких проблем. Стена стоит намертво, потом просто вот так вот эти трубочки вытаскиваю. Вообще никаких проблем с этим нету, никаких приспособлений делать не нужно. Я думал, что свежая стена, которая простоит где-то там полутора суток, какая-то будет, не дай бог, расшатываться во время ударов. Но, блин, тут такой монолит. Я же говорю, здесь даже угол, да, а здесь просто стоит себе стеночка, опершись только на фундамент. И никаких проблем нету, когда даже молотком стучишь, выбивая трубки. Очень хорошее сцепление с фундаментом. И цемент есть цемент 500. Короче, с трубками тоже проблем нету. Фибру не знаю. Ну, вот видно, просматриваются волоски. Не знаю, ну, по-другому замешивать в режиме стройки я не могу. Вот так, как я вам показал, так я и буду замешивать. Вот, ну, есть чуть-чуть фибра выглядывает. Было пару комков так с фиброй. Может быть, просто меньше перемешивал. Но в целом, именно результатом, а главное прочностью этих стен, я на 100% доволен. Поэтому вот таким составом я и буду делать первые 2 ряда точно. Дальше, возможно, песка где-то на треть, на половину убавлю. Думаю, что в прочности это не проиграет, но дом облегчит и теплоту стенам немножко добавит. Вот. Ну, будем строиться дальше. Не знаю, как часто будут выходить видео, потому что работаю один. И много времени, конечно, занимает разобрать опалубку, сложить ее на ровном месте, собрать все по уровню. Ну, конечно, первые ряды намного дольше получается, потому что по горизонтали, по вертикали, по осям выставляю опалубку, 1000 раз перепроверяю. Второй ряд уже пойдет намного легче, но работаю один. Вот, поэтому стройка будет не быстрая. Следующее видео не знаю, когда выйдет. Ну а на сегодня спасибо за просмотр. Тут входная дверь у меня. Спасибо за просмотр. Всем удачки. До новых встреч. Пока.